Привет всем, с вами Стан, и сегодня я делаю свой первый видеоурок, ну не видеоурок, а видеообзор, можно даже так сказать, по игре GTA. Я понимаю, что это, конечно, бред, но мне нужно на чем-то попробовать и посмотреть, на что я способен. Ну, начну я с любой загрузки, которая получше, я думаю. Идет загрузка. GTA San Andreas, кстати, я пробовал играть в четвертую. Это просто вещь. По сравнению с San Andreas она просто идеальная игрушка, но у меня получается она на Xbox, и поэтому пока что я не научился делать видеообзор на Xbox. Но как научусь, сразу же вам сообщу. Ну вот, мы появились в мире GTA. GTA это Grand Theft Auto, то есть, можно сказать, угонщик машин. Ну, это как бы мир, то есть, сделано здесь все очень красиво, я хочу сказать. Можно сесть в машину, как в жизни. Единственное, что тут мне не нравится, это немножко физика. То, что в этой игре, если тебя убивают, то, как бы тебе сказать, то есть взрывом, если вас убивает, то вы не как в обычных там фильмах, в играх вас относят волну, вы просто, можно сказать, ложитесь как в Counter-Strike, то есть вот так вот. Но так мне игра очень нравится, на нее вышло множество, просто огромное количество читов. Я не знаю, как я без них играл раньше, но сейчас я просто подсел на эти читы. Конечно, я уже давно не играю в эту игру, потому что она очень устарела. Я играю, ну, как бы в четвертую GTA-шку. Там и физика как бы получше, то есть, ну, в 2 раза интереснее игра. Ну, что можно сказать про GTA-шку? Здесь можно сделать все. То есть от того, как угнать машину, до того, как пристрелить людей. Мы можем спокойно поехать в любой город, но это, я думаю, сейчас буду делать долго, поэтому я, когда увижу первую машину, ну, вот, пожалуй, остановлюсь и замочу ее. Игра, конечно, с большим насилием, но зато есть хоть какая-то физика. То что, только я не знаю, как я ему обычным пистолетом разнес башку. Но все равно вот мы можем врезаться, у нас появится вмятина, но вмятины здесь стабильные. То есть, если я сейчас еще раз врежусь, у меня, если я другим боком врежусь, у меня то в другом боку не появится вмятина. То есть они здесь забиты. Если в GTA 4 ты влетишь, у тебя там все будет куда-то, где ты врежешься, то есть здесь такого нет. Но сама по себе игра очень интересная. Здесь есть очень захватывающие квесты, то есть миссии. Миссии в нее, да, весело проходить, то есть можно накачать своего героя, то есть, чтобы он не был жирным, нужно ходить в спортзал, сбрасываешь ему вес, качаешься, можешь стать качком, можешь стать дрищом, как я. Да, на меня он выглядел, мне не очень хорошее положение, но мне нравится. Ну, я как не очень люблю, чтобы он был такой накачанный. Это не очень выглядит не круто, мне это не нравится. Поэтому я обхожусь таким. Вот когда дождь идет, тоже очень прикольно сделано. То есть то, что такой мини-туман, можно так сказать. И идет дождь, как у вас все темно, так плохо ехать. Также скользит он лучше на такой дороге, как будто реально в жизни все мокро. Ну, что еще можно сказать про эту игру? Можно покупать свои дома, одежду. Правда, машины, жаль, нельзя покупать, это было бы очень кстати сделано в этой игрушке. Вообще респект тому человеку, который ее сделал. Здесь есть свои полицейские, свои гангстеры, которые тут даже есть проститутки. Можно подъехать и снять проститутку. Если я сейчас увижу, я, конечно, это сделаю, так как я это постоянно делаю. Ну ладно, сейчас мы не об этом. Ну там нет, не было проституток. Но в городах их чаще всего мало. Их много очень в селах. То есть, где села, там проститутки. Можно сказать и так. Ну, здесь очень можно хорошо войти в дрифт. Тут очень хороший эффект сделан. Вот. Конечно, тут люди однообразные, но их видов 6 человек, я думаю, 7. Да, видов 6-7.
есть полицейские, есть разнообразное просто количество машин, сколько вышло модов на машин, сколько читов. Уже, наверное, каждый может, наверное, сделать такую машину, которая у него спокойно. Ну, проституток я не вижу, поэтому... Ну, вот она похожа, но он не проститутка. Я бы сейчас... Ну, если кто захочет снять проститутку, они выглядят, ну, как проститутки. Подъезжаете к ней на машине, нажимаете на буковку, на сигнал машины, то есть сигналите ей, и она вам задает вопрос. Ну, хочешь повеселиться, вы жмете на буковку У, отвечает «да». Ну, она садится к вам в машину, вы... Вот это мент, кстати, я их ненавижу. Валить. Вот. Ну, как бы нажимаешь на буковку У, она к тебе садится в машину, и вы едете в укромный уголок. Просто заезжаете в какую-нибудь просто точку, где нет никого. Ну, вот сюда, допустим. Вот. Здесь есть люди, но если бы их не было, просто заехали бы сюда. И она вам делает, точнее не делает, а отрабатывает свои деньги. Ну, в целом игрушка хорошая, но советую всем, конечно, скачать 4-ю часть. Как только я разберусь, как делать видеообзоры на Xbox, конечно, у меня будет очень тогда много видеообзоров. То, что у меня нескончаемое количество игр, я уже их все разобрался, все новые игры я поскачивал, так что у меня будет довольно интересный видеоблог. Но это свое время, так что пока мне придется делать видеообзоры на старые игрушки, которые у меня на компьютере уже несколько лет. Ну, как только я приобрету специальный провод и разберусь, как это все делать, конечно, я буду делать видеообзоры на Xbox. Я собираюсь купить Kinect, и тогда у меня будет множество видеообзоров. Я хочу пройти игру Just Dance 4. Может, кто-то знает. Я очень много играл на нее в Just Dance 2. А, нет, Just Dance 3 на этом, на Xbox тоже. Но я играл не у себя, а у друга, потому что как у меня Kinect нету пока что, но скоро приобрету. Он сейчас не очень дорогой, так что в состоянии его купить. Ну, советую всем поиграть в эту игрушку. Она очень веселая, но ждите моих дальнейших выпусков. Я, кстати, слышал то, что на Just Dance 4 вышло ну, не обновление, а как бы дополнение. Есть великая песня. Сейчас все фанатеют от нее. Это Gangnam Style с китайцем этим танцующим. Я думаю, он офигенный чел. Поэтому я смотрел видеоролик, как, ну, как сделали это. Это очень прикольно. Это все его движения там будут. Поэтому, то есть повторяешь так. Ну, ладно. Я, наверное, думаю, заканчивать буду, потому что в GTA больше нечего показать. Это весь смысл GTA. Ездить, выполнять миссии и мочить людей. Поэтому всем пока. Ставьте лайки, если кому понравилось. Подписывайтесь. И я думаю, вскоре я буду делать видеообзоры на новые игры. Всем пока. С вами был Стан. Удачи.